уцепил меня мужчина за руку. Нет, ты все же скажи. Я заказала люля с рисом. Ух ты. Да. Если вы видели эти люля. Я представляю. Потом он достал какую-то такую записную книжечку, начал читать мне стихи. Высокий, стройный, седовласый такой, приличный человек. Да. Коньяк не доставал? А? Коньяк не доставал? Нет, коньяк не достал, не успели. Сколько же тебе лет? Нет, ты все же скажи, сколько же тебе лет? Всевозможные ванны, всевозможные души, всевозможная грязь. Это как? А так, я, например, залезла в дупло, всевозможные ингаляции, соляная пещера, массаж, бассейн. Ну хорошо, у меня общежитие студенческое рядом. Я пошла в магазин, мальчишка идет, я говорю, детка, покажи. Я прислала фотографии только со слонами и это самое, и с этими, с манекенами. Сейчас я тебя упакую. Меня? А как же? Кстати, я сумела в последний день ноги помочить в воде. Все-таки, да? Да, и танцы – это драйв. Это ноги сами ходят. Добрый вечер, дорогие друзья. И сегодня мы с Валентиной Ивановной после Ялты встретились, на танцах были. И сейчас решили здесь вот пиццы поесть. И Валентина Ивановна расскажет, как она добиралась из Ялты в Москву, как провела половину еще. Как она говорит, половину срока. Да, половину срока отбыла. Ты был, когда было 9 дней, а их всего 18. Как дела, Валентина Ивановна? Отлично, прекрасно. Как настроение? Замечательное. Ну что? Отдохнула, и все окей. Пойдемте Пойдем, пиццу и кофе. Пойдем посмотрим. Вперед. Давно не Посмотрим, были. да. Пиццу мы с тобой еще не Вы пробовали. любите пиццу? Люблю. Ну Только вот это сейчас самое зайдем без туда. сыра. Ну сейчас будем заказывать все вместе. Посмотрим, какая есть. Только без сыра. Хорошо. Так. Ну и вот заходим. Так, есть. Здесь. Сейчас будем заказывать. Так, ну что, вот мы зашли. Валентина Ивановна уже столик заказал. Так, нажимаем пиццы. Так, пепперони, чесночный цыпленок, пикантные колбаски. 4 сыра, вам без сыра. Отпадает. Ветчина и сыр, двойной цыпленок, чоризо фреш, креветка и песто. Давайте Креветки вот это. нет. Нет? Давай лучше охотничья, она будет поострее. Охотничья, да? И плюс... Ой, Так, охотничью. Мы 2 закажем. Одну нет, разные давай. разные, закажем, вот, закажем, да. Ну, небольшую, вот 20 сантиметров. Небольшие, конечно, да. 20 сантиметров. Да. Так, состав такой же, традиционный. Так, или тонкое тесто, или традиционное, Валентина Ивановна? Ну, Какой наверное, будет? лучше тонкая. Тонкое, да? Да. Тонкое Не берет. нифига. Ну, давай традиционная. Традиционное. Не берет, не то. Состав. Так, даже состав пишет. Так, настроить. Настроить состав. Вот, давай здесь. Что добавить там можно туда? Остренького. Знаешь, чего? не увлекайся опять, а то опять 10 нам принесут этих. Не, туда в пиццу добавить, вот смотрите, что-нибудь можно еще, У не? нас все есть с тобой. Все, да? Охотничий есть. Второй какой ты хочешь? Вот, видишь? Так, плюс чесночный соус не нужен. Нет, все. Так. Теперь смотри, какую еще нам. Еще одну закажем. Одну маленькую, да. Ветчина и грибы, как вы? Да. Арива. Креветки нет? Креветки нет, там неизвестно что. Карбонара. А мы разве... Жульен. Мы взяли охотничью. Охотничий. Наверное, тогда ветчины и грибы, наверное, будет легче. Да, давайте посмотрим все. Пепперони, сырный цыпленок, бургер, пицца. Так, вот какая-то обновили. Диабло. Что это, я не знаю. Маргарита какая-то. Овощи и грибы. 4 сезона. Может, вот это попробуем? Диблу? Да. А что это такое? А я понятия не имею. Ну, если только на пробу. Давайте заплатим посмотрим. деньги за Так, это. состав. Так. Тонкое. Вот тонкое здесь будем, вот возьмем. 20 сантиметров, да? Да. А тонкая, видите? Томаты, сладкий перец, лук, марсоферментов. Нормально, наверное. Пойдет, да? И Здесь всё, и хватит. сыра нет, да? А, сыра нет. всё Сыра нормально. нет. Ничего, все нормально. Так. Взяли. Состав. Так, мы прочитали. Так. Закрываем. Так. Так, это что у нас?
Так, соусы не нужны Не нам. бери, не бери, это Не опять берем. берешь, да. Так, 2. И теперь Пить. вы пить что будете? А что здесь есть? Вот, напитки. Давай напитки. Вот читайте. Ягоды, зеленый, Горячий сорбент, малина, клюква. Черный чай, таежный. Какао. Морс, клюква, нет? Морс, черная смородина. Еще давай, еще едет, что там А. еще едет. Вишня, Кола, вот. морс, вишня. Дом, ну, кока-кола. Это уже Доброе, пошли это, соки. да. Это уже пошли. Так. Может, вот морс, вишня есть, морс, клюква. Нет? Клюквы не надо. Не нам надо, с тобой. да? Знаешь что, давай это Назад. самое, традиционную коку возьмем, давай. Коку? Коку А давай. кофе ничего такого нет? А? Кофе не будем, ничего? Нет, ты у себя обязательно закажи, Так, мне вот не это, надо. да? Добрая кола, да? Вот это без, Да. вот, без сахара есть. Без сахара. Можешь такой, я и такой. Давайте одну, Давай да. на себя. Плюс 310. А что такое? А, Ой, что-то мы я две. поняла, ты уже идешь. Ага. Ну вот взяли мы. Все? Так, 1228. Кофе точно не будет. Нет, ты себе скажи. Так, себе 1228. скажи. Оформить. Так, введите номер телефона нафиг. Далее, карта. Карта. Бумажный чек с заказом возьмем? Почитаем. Чего вы смеетесь? Карту наличными. Я за наличные. Не, я А за, ты я за карту. карту. Бумажный чек с заказом оплатить. Так, вынос на Выдать на посол. поднос. Выдать на подносе, да, вот так. Приложите Так, карту. приложите к карту к терминалу. Из жизни. Ой, кошмарики. Отлично. Отлично. Наш номер 263. 263. Пойдемте. Все, ждем. 263 наш. Вот такой интерьерчик здесь в пицце. Ну и 10-15 минут придется нам ждать, пока пиццу нам сделают. О, Валентина Ивановна тут статуэток наставила. Золотых. А как же ты Цветочки. думаешь? Обязательно твою награду. Вот. Сейчас обмоем кока-колой. Обязательно. Скажи, ты влюбленный сегодня. Все, вот. Садимся. Нет, Вот что смотрите, такое, статуэтка. Вот статуэтку какую подарили. Это мне подарили, Валентина Ивановна, да? Да. Это твоя награда, Игорек. По желанию всех наших танцующих ты был награжден как лучший блогер нашего танцпола. И все были очень довольны и с радостью аплодировали и поздравляли тебя. Вот смотри, какая красота. Во. Все. Так что Я теперь даже не рассмотрел еще. Вот, посмотри, понимаете. смотри, какая танцующая пара, какое все, Да. какие молодцы, понимаешь, оценили твой труд. Он действительно труд интересный, труд ты очень внимательный, очень, понимаешь, как говорится, заботливый к тем, кого снимаешь, понимаешь, никогда никого не обижаешь и всегда людям идешь навстречу. Правда, есть у тебя и любимчики. Ну, вы, например. Есть там одна дама, очень тобой любимая, но Мы опустим это, но мы эти стоим- подробности. Но мы стоим на страже. Так что все, она уж очень привязчивая, но ничего. Как говорится, мы ее воспитаем. Да. Сейчас я забыл микрофоны подключить. Так, ну, как вы видели, мы уже заказали все себе, пиццу. А 10-15 минут придется ждать, а мы пока с Валентиной Ивановной побеседуем. Расскажите, как после нашей последней встречи в Ялте вы там провели время? Мы очень хорошо проводили время. Дело в том, что много гуляли, много путешествовали. Например, я себе взяла Никитский ботанический сад. Был бал Бал хризантем. Захочешь посмотреть, я тебе покажу, какие там цветы Валентина сняты. Ивановна, я его снимал 10 лет Я подряд. там в этих цветах А, стою, вы, да? валяюсь. Я тебе несколько покажу, понимаешь? Покажите. Так, да. Понравилось вам? Да, очень понравились, да. Дальше мы ходили, как говорится, на прогулки,
к Платану ходили, но Платан в этом году совершенно неинтересный. Это где мы с вами Да, встречались? да, где танцы. Так он и не заработал в полную мощь, как он всегда работал. То есть, ну, во-первых, не совсем сезон, это во-первых, а во-вторых, была очень определенная публика и была очень определенная музыка. Музыка национальная. Ну, это вы рассказывали. Да, вот я говорю, да. Ну, мы тоже, как говорится, немножко оторвались, как говорится, но... А что там с процедурами-то у вас было? Что? Процедуры. Сейчас, дальше. Ну, главное, конечно, в санатории это лечиться. Лечиться. Я перебью вас. После последнего видео, как вы показали, как вы ходили в столовую, Да. по горам по этим, Да. там вал возмущений. Чем? Ну, что так далеко, это столовая Да, от да, корпуса. да, это да, я согласна. Я согласна, для людей это очень неудобно. 350 ступеней каждый день 3 раза, это тяжело, тяжело. Правда, я втянулась, ничего страшного, я втянулась, Ну, вы да, да. но люди на костылях, люди на этих ходунках, это было страшно смотреть. Понимаете, просто вот сердце кровью обливалось, когда они шли. Это ужасно. А есть надо, да, все равно идти Ну, туда? есть надо, ну, например, там, если муж и жена были, или сопровождающие, да, то очень часто приходили, просто забирали еду и относили в корпус, чтобы человеку помочь. Например, мои знакомые, которые жили в моем корпусе на берегу моря, им все время подниматься, они первые дни, когда не могли ходить, заказывали такси. Такси 270 рублей в одну сторону. И они поднимались, потому что у нее были костыли, которые вот, Игорь, вот это, под руку, которые делаются. Вот она за 270 рублей ездила, чтобы подняться наверх. На Нифига голову. себе, это там не наездись. Нет, да, она не наездилась первой, потом уже немножко втянулась, уже Пешком немножко ходить стала начали, да? ходить пешком, да, да. Но я же показывала тебе 2 дороги, да, значит, немножко обходная, тогда чуть-чуть количество ступенек упадало, только оставались ступеньки, подниматься к столовой и в самой столовой. Ну а как бал хризантем вам понравился? Что? Бал хризантем. Бал хризантем очень понравился, но уже немножко они стали увядать. Уже нет такой красоты, когда это все такое необыкновенное, понимаешь? Но все равно было очень красиво, очень много народу. И самое главное, что, понимаешь, люди с такой любовью к цветам относились, понимаете? Именно находили там, кому что интересно. И вот у меня тоже фотографии имеются. Мы же не все фотографировали, а фотографировали то, что нам нравилось. Ну Захочешь, посмотришь. Там несколько таких моментов очень красивых. Очень красивых. А дальше мы дурились. Что делали? Дурились. Это как? А так, я, например, залезла в дупло. Стесняюсь спросить, в В какое? полном серьезе. Нашли дерево. Ну. Вот, и моя соседка, с которой мы жили, да, Ну. у нее изумительный телефон, который снимает прекрасно. И она меня сняла. И я А как вы туда залезли? Так. Ну, Подсаживали вас? Нет, сама вкарабкалась. Влезла и вылезаю из дупла, и на мне был одет белый палантин, и я тебе покажу, можешь фотографию взять, и я в этом белом палантине вылезаю из дупла. Картинка замечательная. Там видео снимали или фото? Видео, и фото. Есть и видео, и фото. Вот, да. И еще там это самое есть, как бы сказать. Покультурнее, да? Да, нет, в самой Ялте было прекрасное дерево. И я на это дерево залезла. Ужас. И это снято видео снято, Игорек. Как я иду, как я залезаю, как я перешагиваю через эти самые бревна. Мне нравилось. Мы хохмели просто, понимаешь? Веселое, хорошее настроение, прекрасная погода. Почему не подуриться, в конце концов? Особенно в 90 лет. Мне можно все. Как пишут, говорят, смотрю, Валентина Ивановна уже 2-3 года, а ей все 91 Нет, и 91. неправда. Будет в феврале 92. Так я и что тоже пишу, да, а бесполезно им в писать. феврале будет 92. Валентина Ивановна не скрывает ничего. Вот, ага. Вчера вот ухватил меня один товарищ в этом самом в Останкино. А, вы в Останкино были? Вчера была в Останкино, да, ездили посмотреть. Там тоже отремонтировали, решили посмотреть.
И самое Ну, интересное... вы танцевали там. Да, немножко, но как раз очень быстро ушли. Все наши, кстати, перекочевали. Очень много было, человек 20 наших было. Останкино. Да, наших было. И даже Лоци был с женой, и вся компания была там. Но как музыка была уже никудышная, мы все стояли посреди зала и беседовали. Это было очень интересно. На танцах было у нас производственное совещание. Вот так. Ну и вот и уцепил меня мужчина за руку. Нет, ты все же скажи, сколько же тебе лет? Нет, ты все же скажи, сколько же тебе лет? А я говорю, а что говорить, жениться, что ли, хочешь? Не пойду. Это не в моем вкусе. Не в моем вкусе. Ну, Нет, главное, за руку держит, а мы с Леной были, понимаешь, что? И все. И это самое, я говорю, ради бога, оставьте. Все мое. Сколько есть, все мое. Все точно. А расскажи, как добирались с Ялты, из Ялты до Симферополя? Да, из Ялты до Симферополя мы добирались, как у нас теперь называется, трансфер. То есть нам санаторий предоставил такие микроавтобусы. Мы ехали на микроавтобусах. А вы же собирались на такси на троих. Да, а когда дали такие прекрасные автобусы, мы поехали на В прекрасного. чем будем деньги тратить, правильно? Нет, не поэтому даже. Нет? Просто автобус красивый, знаете, мерседесовский, понимаешь, что почему не поехать? Поехали, нас всех отвезли. И но- прям на вокзал привезли? Прямо на вокзал. Но мы подгадали. Мы, во-первых, остались на завтрак. Мы остались на обед, а ужин нам выдали сухим пайком, потому что поезд уходил в 18:05. Это очень В 6 поздно. вечера, поздно. да. Мы приехали почти в 5 часов. То есть недолго вы там... Нет, ветер сильнейший. Мы с трудом нашли место в закрытом помещении. Там минут 40 посидели, а потом подали состав. Наш, все. Вот. Самое интересное, мне все время везет на попутчиков. У меня были прекрасные попутчики, когда Купе полное было? полностью, да. Все 4 места были Нет, заняты? только 2. А, вы и вдвоем. женщина, Я да? и соседка, да. А, это вообще вам повезло, Да, да? Верхние не были Не было заняты. верхние. Верхние были, когда я ехала туда, я вам рассказывала. Ну, это я да. видел, да. Да, это были мальчики, когда... в Тамане с вами Да, встречались. это Тамане. А здесь нет. Но вот опять, вот понимаешь, она, женщина, которая ехала со мной из Евпатории, была тоже в санатории. Она была очень интересная женщина, которая тоже входит в долголетие, занимается кулинарией, занимается шитьем, вязанием, понимаете, и все. То есть она решила тоже пожить для себя. Дети выросли, внуки тоже уже большие, и сказала, я теперь буду жить для себя, понимаете, на выставке, в театр, в кино, с друзьями, и все. И много читает, много. То есть человек не замкнулся в себе, понимаешь, в чем дело? А ей сколько лет? Не Она, сказала? ей 72, Ой, если она еще молодая. Она еще молодая. Ей еще много-много жить и очень много-много быть интересного, понимаешь? Она вас не знала до этого, не видела? Нет, нигде в она интернете? она же Евпатория. Нет, я имею в виду А в нет, интернете. не видела. И она, когда посмотрела там кое-что, говорит, ну надо же, я бы никогда в жизни не поверила. Это точно так же, как мои соседки, с которыми я жила. Вот. Кстати, я их уже сагитировала. Возможно, в один из дней они тоже к нам придут, сокольники, на танцы. На танцы, Да, потому что одна из них танцует очень хорошо, да, а вторая вообще занимается танцами танго. И заняла 2-е место в городе Москве со своим партнером. Так что они просто хотят посмотреть. Но обидно на нашу сейчас площадку-то идти, понимаешь? Ну да. Вот как только будет хорошая, понимаешь? Так что, А с Казанского вокзала, когда прибыли, как добрались? вот. Люди у нас замечательные. Вот с тем, с кем я жила, за ней приехала дочка с зятем. Мгм. А они в соседнем, в этом же Нет, вагоне ехали? я ехала в 4-м, она ехала в 10-м. Соседи ваши? Мои соседи. По номеру? Да, и в 12-м. Так, Галю мы не видели, она сразу уехала, не знаем. А Таня, которая со мной была, она пришла с зятем за мной. Мы пошли на стоянку Казанского вокзала. Там машина была.
Они меня вместо того, чтобы ехать домой, довезли меня до дома, вот как. высадили меня около, да, вот, и потом только поехали к себе домой. Я была им так благодарна и говорю: Господи, большое спасибо. Ничего бы страшного не было, если я взяла бы и такси. Такси там было много. Нет, Валентина Ивановна. И Мы главное, вас ее довезем. зять втащил 2 чемодана, и мой, и теща. Прям, Нет, когда в машину? на стоянку, да. Вот, очень приятные люди, очень заботливые люди. Я им очень благодарна. То есть вопросов никаких не было. Доехали Нормально. хорошо, Доехала, да, все хорошо. Единственное, конечно, смешное питание, которое мы оплачиваем, ну просто смешное. В поезде вы? В поезде. У меня был вагон, и там он был с питанием, Игорек, с питанием. Ну, это вы говорили. Да. там. А на обратном пути что давали вам? На обратном пути, значит, далее я заказала люля с рисом. Ух ты. Да. Если вы видели эти люля. Я представляю. Да. До этого были, когда я заказывала сосиски с чем-то, да, сосисочки были вот такие, люляшечка была тоже вот такая. Одна люляшка? Одна люляшечка. Даже не две, да? Да. Ну, правда, там добавили какой-то сок небольшой, потом это самое, какая-то жвачка фруктовая. Все. Ну так, значит, с голоду не умрешь. Ну, у нас было свое. Но это называется вагон с питанием. Специально доплачивается. Все. Так что все хорошо. Ну и как вот, если брать вот по истечении времени, в общем и целом, понравился вам отдых именно в этом санатории? Да. Вот имея разницу в 5 лет, 5 лет я не была в Ялте, есть большая разница даже по благоустройству, по обслуживанию, по всему. И надо сказать, что лечение в санатории было прекрасное, несмотря ни на что. Абсолютно. Единственное, у них давным-давно в ванной идут водопроводная вода, уже лет 20 как не идет вода морская. А раньше морская была? Морская, да. Я эту лечебницу знаю очень давно, и я пользовалась ею, да. А сейчас нет. В ванной сейчас идут вода водопроводная. Но, пожалуйста, всевозможные ванны, всевозможные души, всевозможная грязь, всевозможные ингаляции, соляная пещера, массаж, бассейн. То есть все имеется для того, чтобы человек поправил свое здоровье. Я брала не все. Я брала выборочно, что мне надо. От бассейна я сразу наотрез отказалась, потому что надо было ездить в другой санаторий, и вода тоже не морская, а водопроводная. Она не нужна, это во-первых. Ну да. А остальное я все взяла. А вы до этого в этом водолечебнице в этой не были? Была. Да? И раньше я была в этой водолечебнице. Была. О, наш заказ готов, пойду заберу. Давай. Ну вот такую пиццу мы заказали. Вот. Заказ вы видели наш, Да. вот как она выглядит красиво, смотрите. Очень. Порезано уже. Сейчас будем пробовать это с тонким тестом, а это с традиционным. Ну, с какой начнете, Валентина Ивановна? Наверное, начнем, где охотничью. Охотничья вот это, Да, по-моему. да. Давайте, Держи. какой вам кола Теперь открыть? уже- Разная. Да. Она разная? Ну, видите, крышки разные. Так. Давайте. Что бы это значило? Это вкус малина, А, а это получает призы. А это непонятно с чем. С малиной, может? Или эту? нет, Давайте тут вот какой-то человечек. эту. Ну, давайте вот это. Давай, который, да. Давай. О, как О, хорошо. глаз алмаз. Глаз вытерпас. Так. 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 А салфетки совсем не дали, да? Сейчас я схожу, подожди минуточку. Давайте я скажу. Сейчас, подожди. Вы пойдете? Да? О, Валентина Ивановна пошла за салфетками. Валентина Ивановна порядок навела. А как же Тарелки интересно. взяла. Вот смотри, какие красотищи. Тарелки. Смотри, какие. Вилки, тарелки, салфетки, все. Все у нас с тобой есть. Они дали как будто как с собой, знаете. Нет, дело в том, что это самый Игорек. Знаешь, какая петрушка? Там, где кофе берут люди, да? Там это все и лежит. А, это надо самим Да, было да, да, брать? да. Ты просто взял заказ и не Ну, обратил что? внимания. Все. Так, вот это вам положить? Да. Или с этими? Подожди, мы где охотничья?
Хрен, вот это, Ну наверное. ладно, давай, кладем. Кладем. Оп, Видишь как? Цивилизация. На тарелочке, Да, да. вот. А то бы мы тянули руки и все. нам мы ели с этой вот, которой, Да, ничего страшного. И можно было, да. Мгм. с пепперони. Да. Ну, давайте, со свиданица. Ну, со свидания. Давно не виделись. Все. Да. Хорошо, Игорек, спасибо. С Ну пивом, ладно. конечно, лучше было бы, да? Давай начинаем пробовать. Главное, без сыра. Тесто тонкое. Ну, как вам? Прекрасно остренькая. Это вот это вот. Да-да. Очень острая. Даже не очень острая, сильно. Да, хороший перец. А вот это вот, если хотите, вы его просто откиньте. У меня не было. Не было вот этого? Да. У меня только соус. Вон вот эти. Это огурцы. Прекрасно. Давайте пока едите, я вам вот этот еще кусочек положу. Вы поставьте, я дотянусь. Мне удобнее тебе подать. Это ваша вот. Не додал, не додал. Да. Ну, я всегда пицца вкусная. Нет, хорошая. Дода. Ну, в прошлые выходные были на танцах здесь? Я была только в воскресенье, в субботу я не была. Не, ну были, в воскресенье были. Ну и как? Так себе мы рано ушли. Абсолютно. Сегодня народу больше было? Нет, народу было много, но было совсем неинтересно. Чего? Знаешь, вот все зависит от настроя. Вот сегодня люди опять говорили, понимаешь, Игорек, не получается у человека, как они выражаются, нету драйва. Понимаешь? Нету. Абсолютно. Это вы про какого человека говорите? И вот, и все. Но я тебе говорю, ну самое интересное, это самое. Ну, попробуйте, какая вкуснее. Скажите потом. Сейчас. Вот охотничью мы взяли с собой, да? Вот это охотничья. Или Да. вот это. Но это пикантнее. Вот это. Да. А это диалбо вот это. О, да, 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 да. Это намного. Она Вот это хоть, вкуснее, она да? вкуснее, она хоть и острая, я-то думала, у нас это будет острее, понимаешь? Нет. Значит, не прогадали. Но на пробу взяли и не ошиблись. Здесь я еще заказал, чтобы этот корж там тоненький был. Да, когда тесто, понимаешь, я вот в Италии или там Греции, где там тончайшее тесто. Да. Здесь вот видите, это 20 сантиметров, а это 25 диаметр. А, она И- больше. да. И вот 25 есть такой вот услуга тонкая, тонкий корж, а в этой нет. Здесь идет только стандартная. Вот Так что поэтому. будем знать. Ну, сюда иногда можно ходить. Ну, мы сейчас, когда на трамвае ехали, я чисто случайно ее увидел. И последнее решение момента. Думаю, пойдем в Доду. Опробовали. Да.
Что тут еще новенького? Что новенького, а? Мне девочки рассказали о театре, но не передали его координаты, и я еще не знаю. В Москве открылся театр, который играет на улице и среди зрителей. То есть зрители как бы тоже находятся на сцене, но сцены нет. Вот. И очень интересные спектакли. Вот я просто не взяла его еще адрес, куда пойти обязательно. Вот. Меня уже пригласили в в Тверскую область. А там что? Почитатели прислали. Хотят, чтобы приехала туда на предмет организации танцев. Навести там им порядок, да? Ну, а вы что? Я сказала, хорошо, когда будет возможность такая. Но самое интересное, понимаешь, самое обидное было, что в Ялте сейчас этого нет. Ты понимаешь, в Ялте нету того, что было всегда. А раньше было, да? Ой, Игорь, ты себе не представляешь. Перед центральным телеграфом, я же тебе говорил, приезжал энтузиаст, прекрасная музыка, много было людей. И люди именно вот как народные танцы, понимаешь, они просто танцевали по-настоящему. Все. Сейчас у центрального телеграфа ничего нету. У Платана сделали не то, что надо, понимаешь? Вот. Ну, времена меняются, очень жаль. Очень жаль. Ну, может, летом там будет. Не знаю. Но знаю. вам во второй момент вот представился в этот А я уже сана- стала на очередь. Я имею в виду в этот санаторий. Не в Поехали, это, не обязательно, но опять Ялту. Я на очередь уже стала. опять в Ялту. Ничего, кроме Ялты. Или Калининград. Ну там Калининград тоже есть, да? Выбор. Я была. Многие в комментариях спрашивают, как попасть. Что надо сделать, чтобы дать путевку? Расскажите. Значит так, чтобы попасть в санаторий по льготной путевке, первое, что делать, надо пойти к врачу-терапевту и взять у него справку. Есть определенная форма этой справки на постановку на учет. На учет чего? Очередь на путевку. Дальше с этой справкой пойти на МФЦ. В МФЦ. МФЦ, да. Там нужно открыть личный кабинет. В личный кабинет занести все данные, что тебе дали справку. Там все идет. Например, я чайник, я мало понимаю в этом деле, но там помощник, который переходит, но личное присутствие обязательно, и телефон личный с собой обязательно, потому что там коды передают, эти коды вводятся, обратно передают и так далее. Вот. Значит, тебя занесли. Все. И говорят, придите, позвоните, дается телефон, позвоните через 2 недели. Но я позвонила через 2 недели, и мне сказали очередь. 95 860. Нифига себе. Очередь жуткая. Но сейчас принято решение правительством Москвы, что раньше были очереди в каждом районе своя. А теперь все объединили, это очередь на всю Москву. Вот. Значит, я сказала, какая реальность, чего, ничего не знаем. Ну, как говорится, под лежачий камень вода не течет. Дальше я поехала на прием в МФЦ. Кстати, по моим следам, у нас на танцплощадке уже тоже съездили в санаторий. Да. Да, потому что опыт. Все, я приехала и сказала девочке, вот у меня такая очередь, пожалуйста,
какая реальность чего-то получить. А что бы вы хотели? Я говорю, только Крым, только Ялта. Вот. Тут Это в МФЦ уже, да? в МФЦ, да. То есть не у Нет, терапевта? нет, терапевт справка МФЦ заводишь, ставят на очередь в МФЦ. В МФЦ потом идешь на прием. На прием. Вот, я ей говорю так, это все, мы вам позвоним. Хорошо, я буду ждать. Не успела я спуститься с 4-го этажа на 1-й, как мне предложили Нальчик. Я говорю, нет. Через день мне предложили Анапу. Нет. Нет. Да. Потом еще предложили Евпаторию. Я сказала, только Ялту. И, наконец, приблизительно через неделю Ялта, Орлиное гнездо. Вот так. И когда я поговорила с людьми, которые отдыхали в санатории, точно так же, если не будешь ходить и узнавать, ничего не получится. Сейчас все перевели на электронику. Ну да. Часто не срабатывает электроника. Очень часто не срабатывает. Не доходит эта справка. Вот сейчас моя знакомая ставила, ждет. Стала выходить, а справки нет. То есть был сбой в системе, справка не пришла. Надо ей ехать. Обязательно, все. Разговаривать. Да, обязательно. Так что и это реально. Даже То есть вы только сходили к терапевту, никаких анализов, ничего не нет, сдавали? нет. А, вот После, видите, после того, подожди минуточку, когда ты уже стоишь на очереди, оформляется курортная карта по всем правилам. Курортная правила карта какие? по форме 272. Это уже без нее тебя в санатории не примут. Это своими словами скажите, что надо. Да, Форма это да, понятно. Да, врач знает, там все анализы, все. То есть сдаете? Абсолютно все сдается, включая даже гинеколога, включая всех остальных врачей, на предмет того, что если человек пользуется бассейном и так далее и тому подобное, он должен быть здоров. То есть это все вот анализы, результаты анализов, Да, это в всё результате анализа заносится дается, в карту в эту. дается курортная карта за подписью заведующего врача со всеми печатями, и с этой справкой принимают все, принимают. Вот. А вот билеты вы покупали Так, как? нет, теперь на поезд? Нет, теперь дальше. Когда мне сказали, что есть путевка, и надо подойти не позднее 25 августа, она будет дана от 21 по 25. Я не стала откладывать долгий ящик, 21 я не поехала, поехала 22. Мне дали не только путевку, это опять в МФЦ, но и талоны на покупку билетов бесплатно. Так, получив путевку, я сразу поехала на Курский вокзал. Не стала опять онлайн и все такое прочее. Не доверяю я. Не доверяю и все. Билеты купили за свой счет. Нет, по талону. А талон в Только МФЦ дали, да? МФЦ, 2 талона, туда и обратно. У меня берут И причем на купе, да, или плацкарт? не только купе, все купе. Единственное, за что я доплачивала лично, у меня был вагон с питанием. Это я доплатила 2750 рублей. За питание. За питание, да, все. Там причем спрашивают, с животными, без животных. Я сказала, без животных. Вагон, купе, нижняя полка, именно нижняя полка, и все, и без питания. Давайте сделаем перерыв, Сейчас, я вас да, отвлекаю. Ничего. Ешьте, Ничего. я уже Ну, съел. я уже, ага. Давайте я вот эту, а вы вот эту, потому что вам это больше понравилось. Все, я не съем. Это уже объесться надо. Вот как всегда у нас много. Это тоненькое, ешьте. А? Вот это тоненькое. Я думал, вы платите свои деньги, а потом вам выращивают. Это было раньше. Раньше так было. Раньше мы приносили билеты. Вот мы с мужем летали в Калининград по такой путевке. Мы принесли билеты, и нам деньги перевели на карточку. А сейчас просто дают талоны и по ним получают.
Удобно. Не только удобно, но фактически и дешево. Ну как дешево, бесплатно. Ну, Дешево. На поезде, когда ехали, куда питание было лучше, когда туда ехали или когда обратно? Или туда и обратно одинаково? оно одинаково вкусное, но мало. Какой вам, вот это положить или это? Ой, Игорь, я уже, Давайте, наверное, давайте. я уже не в состоянии. Вот это кусочек и все, я больше не в состоянии уже. Уже все, мой хороший. Уже много. Да ладно, рукой разорви, да и все. 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 Уже объедаловка. Очень много, хорошие. Хоть они и небольшие, но много. Сытные. Да, да. А так вы уже на следующий год стали в очередь, да? Да, я уже встала на очередь. Сейчас через еще неделя пройдет. Пойду узнаю, какая судьба. Кстати, некоторые у нас сумели, находясь в санатории, онлайн сделали, да? Уже получили путевки на следующий год. А что, так быстро? Уже, да, получили, да. Вот одна из отдыхающих со мной там в санатории уже получила судак. На лето или на какое Да. время года? На 26-й год судак, на конец сентября, это сам август, начало сентября. Так время она сама выбирала или? Нет, это предлагают. Выбирать сейчас не получается. Да, это уже предлагают. А кто же летом ездит туда? Или летом нет путевок на лето? Нет, бывает, но очень трудно. Они в основном там в курортный сезон продают это все, да? Да нет. Как-то люди попадают тоже, попадают в курортный сезон, но в силу каких-то других обстоятельств. Ну понятно. Необычных обстоятельств. С обычной очереди попасть очень сложно. Невозможно. Очень сложно. Но все равно, я вот нисколько не жалела. На ноябрь месяц, да, 16-18 градусов. Теплая, ровная, хорошая погода. Да, не купались, но и ничего страшного. Абсолютно. Летом там очень жарко, там делать нечего. Там жарко, душно и полно народу. Тем более на той набережной, по которой мы с тобой прошлись, где сплошные теперь ларьки и торговля. Это раньше бы ничего не было, воздух бил. Я же говорила, там, где это стояли ларьки, да, когда шторм был, это же вода докатывалась до магазинов. Да, Так, я ловно до магазина. У меня же даже в те далекие времена мы попали даже. Снимков нету, но нас окатило. Мы попали, залезли в это дело. Кстати, я сумела в последний день ноги помочить в воде. А, все-таки, да? Да, и у меня видео. Традицию И у меня соблюли. и видео у меня. Меня сняла Таня. Посмотрим. Да, и я ногами лежу, болтаю на камне. Одна подписчица постоянно спрашивает, Валентина Ивановна обещала борщ сварить. Когда вы будете его варить? Ну, вот сейчас, как говорится, придем в себя и сварим, какие проблемы-то. Нам сначала до борща... Продукты купить надо. Да нет, продукты, в наше время теперь продукты для борща, ну, это не проблема. А что надо выварить для Это, борща? это с Сашей. С Сашей, потому что, А, потому что уже, подстричься. да, да. Уже если решили, или опять схожу к своей. Так что я же тогда сходила, когда он уехал. Ну да, да. Да, и все. Наобещала и не смог. Наобещала, но, как говорится, у нас мальчик какой, обещанного. Ветреные, да? 3 года нет, он постоянный. Он первый, знаешь, какой вопрос задал? Ну и как? Много мне изменяло? Я говорю, с тебя спрошу сначала. Он же мне прислал фотографии только со слонами и это самое, и с этими, с манекенами. И все. Не показывает. Правильно. Ничего неправильно. Давайте. Ничего неправильно, До свидания. Игорек. Не надо.
Да. Так, ну это тогда вы с собой заберете домой. Съедите дома. Давайте я закрою. А эту доедайте. А? А эту доедайте. Пытаюсь. Ты тоже, я же тоже не слон. Ну, вы не спеша. Знаешь, ладно, клади сюда лучше. Не, что, не Вот, будете, все, что ли? вот так закрывай. Сюда накормил ты меня до смерти Я уже. думал, будете. Так, а как она? А, вот так вот. Стойте, стойте. Научимся. Ух. Скажи, какая красота. О, картиночку сними. Какая? Кто тут у нас? О. Вот так. Да, красиво. Это возьмете с собой. Да, Вот конечно. салфетки. Подожди уж. Все заберем. А это мы вот сюда. Да. Положим. Это сюда давай. Одно в одно. Ну да, выкидывать надо будет. Да, это выкинем. Давай сюда. Мусор. Вот, вот. В сторону, да. В сторону. Давайте сюда тоже. Да, положи туда. Спасибо. Так, ну все, пьем. А, вот Теперь эту пьем. тоже заберете. Нет, выпьем, наверное. Ты что? выпьем, давай. Выпьем, что ты? Ну, да. У нас горит с тобой. Нет. Не горит пока? Нет, пока нет. Давай, Ну, пьем. давайте, со Пьем. свиданица. Как же, малину не выпить с тобой? Ну, Чай давайте. пил сегодня малиновый, теперь еще и кока-кола малина. Точно. А я не узнал, что он малиновый. Редко малиновый, там хороший вкус. Это я ее сегодня заставила прийти. Ну что ж, она прям целыми днями лежит в постели. Ну да, гипс. Руку сломала. Да. Так, пробуем. Хорош? Как пиво перец, да? Пиво на Массандровском пляже. Где пиво? На Массандровском пляже. А, это там хорошо мы пили. И получилось хорошо. Хорошо смотрится, Игорек. Да. Море хорошо смотрится. А вы видели все видео? Вообще ничего не Ну видели? как я могла видеть, если у меня не работает? До сих пор не работает? Конечно, я еще с Димкой... Так ВК смотрите. Я ВК уже ночевала, пришло. Я не смотрела, не хотела спросить, сколько там просмотров? Просмотров много сейчас, скажу. Много, да? Скажи, пожалуйста. А, у меня в этом телефоне, в этом. ладно. Мгм. Да ладно, потом скажешь, ничего страшного. А вот теперь глаз Дивотерпас, видишь? Меня Я себе поменьше специально налил. Ах, специально. Так что... По какому поводу? Нет, здесь не увижу. Ну, не важно, скажешь потом. Здесь, на этом Вот, давай, телефоне. Я здесь давай, сейчас. давай дальше. Сейчас. Что там еще интересует? Я думал, вы уже увидели, а вы еще даже не смотрели. Нет, я знаю, что увидела. Когда я приехала, у меня, значит, включилось последний наш. Это где, в санатории мы были? Да, в санатории, который, да, последний санаторий, это сам комната наша, девчонки, которые были, все. Это я весь видео от начала до конца. А те мне еще надо поискать. Причем самое интересное, мне Таня сняла очень много фотографий, не было ни одной. А в Москву приехала, начали появляться, она сказала, все придет, все Ну, придет. потому что там, да, в роуминге Не, вы были. да. Так что, если YouTube не работает, в ВК можете посмотреть. Я в YouTube пока не работает. ВК тоже все выложил. Да, нет, ну я Диме хочу позвонить на этой неделе, чтобы он мне поставил программу, чтобы я могла. Но я наконец увидела телефон. Твой-то я не вижу телефон, как и что, понимаешь? А в Танин телефон я влюбилась просто. А какой у них? Я не знаю какой, он стоит 200 тысяч. Картинки получаются сказочные, просто сказочные. Ну не, Samsung, по-моему. А? Samsung, по-моему, у них. Не знаю. В общем, по сравнению с моим, конечно, это детский сад. Понятно. Да. Ну, 1 декабря обещают открыть Да, площадку. открываю. Ну да, я же видео, говорю, снял. Да, Я сегодня там был. покажешь.
В каком этом? Я постараюсь сегодня его Да, сделать. Сережку со Светкой видел, нет? Да, да, я Видели, их поснимал. уже были, да? Как мы по тебе соскучились. А? Соскучились? Светлана, да, как мы по тебе соскучились. Хорошо, вот так. Ну и Сергей Лотфи сегодня прям с этой, со своей Светланой прям тоже. Да. Так что, ну а что там в Останкино? Как? В Останкино скучно. Скучно? Скучно. Что-то вам и здесь скучно, и там скучно. Потому и что здесь. музыка плохая. Если музыка не заводит людей, когда, понимаешь, люди по бокам стоят, разговаривают, это не танцы. Танцы – это драйв. Это ноги сами ходят. Ну да. Вот потом ты у меня в телефоне посмотришь, когда у нас играл в столовой джаз, играет по пятницам джаз, мы не знали. Первый раз, вот я с Толей нашим танцевала, он меня пригласил на танго. Это, кстати, тоже танец есть. Я видел, Вот. Лена Это выложила он в ей интернет, прислал. да. Он Она тоже? упросил мою Таню, эту... Ну, я понял. Да, он Таню упросил, чтобы обменялись телефонами, чтобы она ему прислала. А он прислал Лене, понимаешь? И Лена... А это был мой танец женщины с Галией. Значит, это второй раз играет джаз. Мы пообедали. Я сижу далеко у самой стенки, она сидит у самого входа. И вдруг заиграли. Она поворачивается и начинает танцевать на стуле. А я танцую тоже на стуле. И мы, не сговариваясь, встаем, и по проходу она оттуда, я отсюда идем. И мы такой танец, тоже танец сняла. Он у меня есть, кстати, можешь увидеть и воспользоваться. Надо мне его выложим в Вот, интернет. возьми. Я тебе покажу все. Вы по WhatsApp можете отправлять? Я не могу ничего. Я тебе покажу, и ты, пожалуйста, разберем. отправь, пожалуйста. Нет, ты потом вообще, я тебе почему хочу показать. Там есть такие моменты, которые вот Таня сняла. Ты просто для себя возьми, где-то в работе можешь использовать. Понимаешь? Ну да. Потому что она сняла классические. И вот не дали. Как вы из дупла вылазите, конечно. Вот, Вот это надо мне один показать. танец у нас с ней в этом самом, где обычная бодяга была в санатории танцы. 3 коллеги сидят, и мы, пойдем, пошли. А здесь вот, ты знаешь, это вот был пара, если бы здесь такой бы джаз заиграл, то мы бы разнесли бы всю танцплощадку. А там столовая просто прибалдела. Она первый раз прибалдела, когда Толя меня пригласил, понимаешь? Полный зал сидит жующих, и мы перед ним, все. И он прилично, кстати, танцевал, без этих закидонов. Ну, так. Ну, давайте. Давай. Ну, потому что многие, я почему просили расспросить вас, как понравился вам санаторий или нет. Ну, вот Очень. вроде вы рассказали. Да, всё. очень, да. Как санаторий называется, скажите? Орлиное гнездо. Название красивое. да? Красивое. Я даже хотела влезть, где написано «Орлиное гнездо», и там кругляшки. И я хотела в эти кругляшки влезть. Да, кстати, Сфотографироваться. сфотографироваться. Да, и был еще, знаешь, какой интересный момент? Прихожу я в санаторий, а мне говорят, у нас сейчас оформился человек, ваш ровесник. Я так мало прибалдела. И вдруг выходит. Его привезли дети. Ему будет, вот уже было 20, сегодня 29-е, Да. сегодня ему сегодня 92 года. Ему дети привезли на 10 лет в этот санаторий На Орлиное. 10 лет? На 10 дней. На 10 дней. Ну, сдали его туда Нет, и на- забыли про него. Нет, на 10 дней. Высокий, стройный, седовласый такой, приличный человек. Ну, в своем уме нормально. Абсолютно нормальный. Мы познакомились, сели. Со И своими ногами ходит, да? нет, это не то слово. Бегает. Вообще. И нам сказали, так как мы сейчас не в состоянии обслуживать персонал, показать ему, где столовая. Ну, ты же видел эти пути. Да. И мы его взяли шефство над ним и повели его в столовую. И самое интересное, Таня тоже сняла. Ты же помнишь переход этой улицы Да, к нашей да, столовой? да.
Она берет за руку его, берет за руку меня И и ведет. переводит нас через эту дорогу, и летят машины. Это была ясельная группа на прогулке. Ты понимаешь, мы обхохотались просто. И он с юмором. Кстати, он очень интересный человек. Мы потом посидели на лавочках, болтали. 92 года. 92 года, окончил военную академию, сейчас он в отставке, у него там 2 детей, дети очень хорошо там, такие хорошие, прекрасные внуки. Потом он достал какую-то такую записную книжечку, начал читать мне стихи. Да. Коньяк не доставал? А? Коньяк не доставал? Нет, коньяк не достал, не успели, потому что мы на следующий день уезжали. Его пораньше дней на 5. Встреча была краткосрочная. Да. Ну, и что он по этому поводу сказал, по поводу столовой, когда прошел? Ну, он Он сказал- в вашем корпусе жил? Он же в нашем корпусе, его здесь поселили. Он сказал, ну что ж делать, 10 дней это не страшно. И все, только кто меня переводить через дорогу будет, потому что это самое страшное, ведь там машины летят. Ну да, там с они же поворота, не да. могут тормозить, они должны, это, знаешь, кошмар. И она нас за руку ведет. Галька помирает, стоит, ты представляешь, и мы хохочем. Представляешь, 2 здоровых людей Танька тащит за руки через дорогу. Ясельная группа. Вот так. Так что было интересно. 92 года, самостоятельно, и все нормально. С хорошей головой, все нормально. Все. Ну, так что был у меня ровесник. О, напоил, накормил. Вот так. Ну что, Валентина Ивановна, все рассказали или еще Нет, что имеете добавить? Нет, смотри, что тебя еще интересует, и что там успокоились, чтобы сказали, что еще надо. Про путевки я сказала. Правильно. Как получить, сказали. Как получить эту путевку, тоже сказали. Да. А то некоторые Нет, я спрашивают. просто еще раз говорю, что здесь надо проявить настойчивость. Путевок в Москве достаточно. Все, кто этим занимается, никому отказа не Ну, это в бывает. Москве, а И- вот пишут, ну, конечно, Вот, москвичи, там, а с других регионов? Нет. Из других городов тоже были. Вот когда на Ялте я встречалась с людьми, которые отдыхали в соседних санаториях, да, были из Новосибирска, были из Челябинска, были из Удмуртии, были из Казани, были из Омска. То есть разные города представлены были в Ялте в санаториях. Не сами отдыхающие, а в санаториях. То есть Санатории. путевки есть. Путевки есть. Так что просто надо Да, настойчивость. просто проявить. настойчивость проявить, да. Ну что, и там очередь поменьше, чем у нас. Ну, Москва-то это же огромная. Ну да. Вот так. Так что, дорогие друзья, если будут какие вопросы, пишите. В комментариях задавайте вопросы. Да. И С удовольствием ответим и Валентина покажем. Ивановна Да, ответит. да, с удовольствием, потому что действительно было очень приятно, что многие, да даже у нас на танцплощадке, посмотри, сколько отдохнуло. Ну да. Сколько отдохнуло, много, все абсолютно были. И тоже, и вот сегодня подошли 2 в Алуште были, рядом тоже в Крыму в Алуште, которые я терпеть не могу. Понимаешь, в чем дело? Ну, не люблю там. ну понятно. Вы Коктебели были, тоже сегодня подошла к Коктебели. Сегодня посыпались, эти самые, кто не видел меня, стали, а мы там, то есть возможно, и в других городах возможно, конечно. Конечно, не все как бы хотелось бы, но тем не менее все равно можно сказать спасибо за то. Единственное, конечно, вот мне есть моменты, которые я не знаю, вот как их обыграть, эти моменты. Какие? Это вы Ну, по поводу санатория или что? Нет, по поводу старшего поколения, понимаешь, по поводу старшего поколения. Ну, что Ну, вы хотите? сейчас я скажу яркий пример. Я хочу заплатить за телефон. У меня МТС. Ну, Простите, мы принимаем только карточку. Мы не принимаем наличные. Я говорю, простите, а что мне делать? У меня кончились деньги. Ищите. И я начала искать МТС, который принимает наличные. Так. не, а что, мне позвонили, я вам Да это- 2 секунды и Да буду... это- А зачем мне это надо? Я хочу платить наличными. Наличными. Ну, это И- прошлый век, Валентина Ивановна. Я знаю, что прошлый век наличными. Второе. Так, Это говорят. именно в Ялте тебе, да, вам Здесь, в отказали? Москве. А, в В Москве. Ялту я
Я вот и там такие ушлые мальчики. Я пришла, когда мне... Да, кстати, у меня провалился в Samsung чемодан зарядное устройство. Я когда стала вещи брать, и зарядное устройство лежит. Не надо было покупать. Но мне там сказали, нужно что-то купить, да, и все такое прочее. Я пришла тоже МТС. Стоят два таких, я их по-хорошему спрашиваю, мальчики, а что мне надо сделать? Они начинают вешать лапшу на уши, что-то доказывать. Я говорю, хорошо, вы мне по-русски объясните, вот я вам заплачу 400 рублей, что я буду иметь? И они мне объясняют. Я говорю, нет, такое меня не устраивает. Мне устраивает, чтобы я была смотреть. Все. Не получилось. Так, ну и про Москву дальше, второй момент. Про Москву. Это первый момент, да. Второй момент. Вот сейчас есть Сбербанк. В Сбербанке есть все виды получения пенсии. Хочешь так, получай пенсию, хочешь сяк, получай пенсию. Но в зависимости от того, как ты получаешь пенсию, вот, например, там ты не всегда всю пенсию берешь, или там остается. Там есть А вы где, в Сбербанке получаете? Я в Сбербанке, да, в Сбербанке. И там, ну, например, там накопилась какая-то сумма от того, что ты не всю пенсию взял. И имеется банковские, как это называется? Реквизиты. Процент. Да, процент. Процент. Он у нас очень маленький, 3,5%. 3,5%. И вдруг мне говорят, нет, это неправильно. Есть совсем другой. Он 16%. Да, есть такой. Но любопытство меня всегда погубит. Я отправилась сегодня в Сбербанк. И говорю, девочки, объясните мне, пожалуйста, у меня мой коллектив интересуется, есть ли такой процент. И что ты думаешь, Игорек? Есть. Но. А у вас... Там надо выполнить много условий. Нет, а у вас телефоны есть нормальные? Есть. А вы привязаны к Сбербанку? Онлайн. Онлайн. Привязаны. Вот если у вас есть телефон, и вы привязаны, вы можете перейти... Открыть и посмотреть. Нет, перейти вот с ваших 3,5% на эти, правда, они сказали, сейчас уже не 16, а всего 12%. Все. Но это что же такое? Это опять ваш циферь. Да. Да. А если бабуля у меня во дворе, и т.п., понимаете, которым там внуки помогают, еще все, это опять. То есть, вы понимаете, вроде бы хорошо для старшего поколения. Да, вроде бы, а кто этим воспользуется? Кто? Единицы. Я вот лично не воспользуюсь, потому что мне помочь до конца, чтобы я разобралась в этом, нету возможности. Понимаешь, в чем дело? Это надо себя перелопатить. А стоит, Игорек, перелопачивать? Вот уже сейчас полностью все. Нет. Ну, полностью нет, но Нет, что-то нет. можно. Нет, что-то. Правильно, я от кнопочного телефона перешла на телефон нормальный. На смартфон. Да, на смартфон. Дальше в смартфоне я уже освоила целую кучу позиций. Так, дальше. Я окончила одни курсы. И если бы были курсы вторые приличные, я бы еще окончила. Какие? Приличные, Это приличные. А вы окончили неприличные? Нет, я одни курсы окончила очень приличные, а вторые я ушла с первого же занятия. Он знал меньше, который вел занятия, меня. Я повернулась, что мне там делать. Понимаешь, в чем вся загвоздка? Вот у нас нету практики. Когда давали задания, когда мы сидели, я выполняла первое. Ко мне подходили, у меня все готово. Но чтобы мне это дальше закрепить, понимаешь, ну вот даже вот это, когда вот я беру на вашу выкатываете, да? Откуда я знала, что нужно нажать вот на эту, как говорится, кнопочку, а потом нужно нажать на сообщество. Это же сказали мне прекрасно, а кто об этом сказал? Точно так же, как мне там опустить шторку, поднять шторку и все. Ну, когда человек видит совершенно новую вещь, с которой он не соприкасался, покажи нам. Мы получше обезьян, сумеем, понимаешь, но для этого требуется, понимаешь, никто. И поэтому, конечно, когда вот я разговариваю со старшим поколением, мы, к сожалению, немножко выпадаем из этой сейчас технологии. Будем вас подтягивать. Подтянет. Я почему всегда говорю, когда вот сижу, говорю так, скажу, почему у меня вот выскочило вот это.
А вам говорят, вот это надо нажать. У меня, а что ты думаешь, у меня даже грамотные мои девочки не могли разобраться, хотели мне там что-то записать, и не могли перейти, ну или, может быть, там плохо работало, Ну, там, скорее всего, интернета не на было. алфавит, и на английский. Не переходит, и все. Все кнопки переходят. А я наоборот, тут как-то нажалась, что мне не надо, а у меня Он перевелся. английский. Ну хорошо, у меня общежитие студенческое рядом. Я пошла в магазин, мальчишка идет, я говорю, детка, покажи, как мне с английского на русский перейти. Он быстро вам сделал. Ну, естественно, показал и все. Это надо показать. Знаешь, вот был бы человек, который со мной бы посидел бы хотя бы, понимаешь, там, ну, пару дней, я это была бы неправильно. А когда все наскоком, понимаешь, Ну да. я все знаю. Курсы дали возможность, но где какой символ, это сразу не усваивается. А уж когда Таня со своим телефоном скакала и что творила, я рядом сидела, я говорю, да, это выше моего понимания. Это что-то, это что-то. Как вот у тебя жуть. Ну, спасибо вам за интервью, Валентина Ивановна. Да. Будем заканчивать. Давай закончим. Ну, Да. подосвиданькаемся на улице уже. А? Подосвиданькаемся на улице До свидания. со зрителями. Да, конечно. Ну, все, Так, пока будем одеваться. сейчас я тебя упакую. Меня? А как же? Ну вот, мы выходим, все. Поужинали. Валентина Ивановна, мы ужинали с вами или обедали? Как правильно? Мы ужинали. Очень, Как вам понравилась пицца? очень вкусно, очень здорово. И просто был приятный вечер. И тем более после такой длительной разлуки Да. встретились и отметили начало нашего танцевального сезона. Сезона Да. зимнего. Зимнего. Большое спасибо, Игорек. Вам? Доставил огромное удовольствие. Вам Очень спасибо. было приятно. Спасибо. Ну а мы, дорогие друзья, будем на этом заканчивать. Не забывайте ставить лайки, вот как Валентина Ивановна говорит. Всё. И задавайте До свои новых вопросы. встреч. Валентина Ивановна Да, ответит. спасибо. До новых встреч. Всем большой привет. Приходите на танцы в Сокольники. До свидания. До свидания.